Рядом с переправой между Салехардом и Лабытнанге не так давно появился мамонт. Мамонты есть везде, где есть вечная мерзлота, потому что мамонты должны консервироваться. У мамонтов так заведено. Здесь сохраняется все, что в других широтах исчезает, превращается в перегной, в землю, в камень, в уголь и так далее. Арктика большая и древняя. Стапфонд северного полушария. Это пространство, которое почти не имеет мест. Это просто пространство, которого очень много. Расстояния огромные, а людей мало. На 20% территории страны приходится пара процентов населения. Настоящий хозяин, тут захвативший все и не оставивший никаких альтернативных источников, это государство. Вот этот тот момент, связанный с землеотводом, допустим, он действительно тщательно отрабатывается, потому что иногда, допустим, были, вот еще давно-давно, скажем так, лет 25, были же такие моменты, когда чума ставили, допустим, на дороге, чтобы не пропустить туда, потому что не было согласовано это все. То есть сегодня, скажем, предприятия ТЭК, они буквально сами уже к нам идут и говорят, что, ребят, вот у нас вот такая ситуация, вот такая ситуация. В основном лениводы, с пониманием к этому относятся. Тундровики, точнее их представители, не склонны обострять. Так надежнее, надо выживать. За последние 2 десятилетия безальтернативная дружба с теми, кто сильнее, только укреплялась. Все должно быть хорошо по определению, тем более, когда людей мало и все друг друга знают. Ненцы, впрочем, не скрывают, что с трудом умещаются в роли национального меньшинства. Народ у меня самый большой считается из представителей коренных малочисленных народов Севера. Согласно законодательству, если мы превышим 51 тысячу, мы перестанем быть малочисленным народом Севера. Нас где-то примерно на сегодняшний момент, считая всей России, 48 тысяч. И, наверное, единственный народ из северных, я это с гордостью говорю, сохранил именно полностью свою идентичность. В том числе особенно ненцы Ямальского района. На сегодняшний момент, конечно, мы еще и отличаемся, может быть, тем, что у нас самое большое стадо. Подсознательно мы гордимся этим. А в реалии, как уже, например, я, как вице-президент ассоциации, считаю, что это немножко больная тема, и, может быть, она даже неправильна. В связи с тем, что у нас большой перевыпас и отсутствие земель, именно ягельных, дает такие ошибки, что у нас теперь, как мы иногда шутим, олень совсем маленький стал, как собака. Вот, потому что ягеля не хватает, и это для нас большая проблема. Вот, и здесь всегда кто-то ищет, кто виноват и так далее. То здесь я, наверное, бы не искал виноватых, потому что с каждой стороны, кого бы мы ни взяли бы, будь то оленевод или же представители ТЭКа, которые добывают газ, они в своем мире где-то правы, где-то неправы. Местные жители смирились с тем, что у них 2 неравноценных пути. Либо они отправляются в город навстречу ассимиляции и русификации, либо остаются в тундре, что требует закрывать глаза на зависимость от городской цивилизации. Связь, топливо, снаряжение – все это поступает в тундру извне, на внутренних ресурсах уже не прожить. Чтобы сохраниться, остается помогать друг другу и не занимать оборонительную позицию по отношению к местным русским. Все понимают, что колонисты давно свои. Вообще и северных народов всех всегда было отношение издревле к русским всегда хорошее. Не сравнить, мы с вами прекрасно знаем, откуда Америка заселилась, кто такие американцы. Это французы, англичане, голландцы, которые в начале 17 века, 16 веке заселились там, в Америке, и начали там устанавливать свои права. Создали государство. У нас по-другому всегда было. И при царе было, и указы царские, я читал, приказы 18 века о запрете спаивания коренного населения, не менять на спиртное, все. Молодежь Ямала, некогда бодро портившая арктическую экосистему стройками коммунизма, ныне озабочена здоровым образом жизни, благоустройством и сбором мусора. Занимаемся мы охраной окружающей среды. Это самая главная наша цель. Если какие-то проводятся общегородские субботники, в первых рядах, потому что кто, если не лицо экологической общественной организации, выйдет с призывом к жителям сказать, посмотрите, никакого админресурса, готовы, присоединяйтесь. На следующий год будем еще один проект реализовывать по созданию экологического велоклуба. Будем пропагандировать безопасный
транспорт, экологический транспорт, велосипед. Салехард и окрестности производят монументальное, хотя и несколько сюрреалистическое впечатление. Народ, который стремится не вырасти слишком сильно, экологи, которые первыми выходят на митинги, организованные городской администрацией, подчеркнутая радость от сотрудничества с сырьевыми компаниями, против которых ни у кого нет шансов. Такая гражданская жизнь в режиме ручного управления. Так что ненцы, чтобы сохранить себя, по крайней мере, занимаются самоописанием, вспоминают полузабытые ритуалы и верования. Конечно, выгоды от ресурсов получают на Ямале другие люди. Но коренному населению ничего не остается, как принимать этот постколониальный паритет.